Салют всем! Это канал Stress Bike Shop. Вы написали много комментариев под последним видосом. Хотели реванша? Мы его устроим. Собрали старичков. Это новые лица. Собрали молодых. Сегодня будет крутая заруба. Мы находимся в новом скейт-парке от Рамстрой Хаус. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и погнали. Итак, парни, находимся мы в скейт-парке от Рамстрой Хаус. Они совместно с Carril Energy построили этот великолепный скейт-парк, в который мы сегодня будем играть Game of Bike. Когда ты смотришь это видео, скейт-парк уже работает, поэтому вся подробная информация в инстаграме Рамстрой Хаус. Метро Савеловская, Москва. Приезжай сюда кататься. Респект. Так, чуваки, ну это первая команда, это команда Youngblood. Сегодня у нас здесь Мартин Шершень, которого все ждали на канале. Наконец-то спасибо, парни, что вы пришли к нам. Это Сашка Аксенов, который всегда с нами, топовый стритрайдер этой страны. Илья Еременко, новобранец Stress Bike Shop. Илюха, что скажешь? Твои первые эмоции. Я в шоке, парни. Ну и Русик Рустамов. Кто его еще не знает, скоро узнает. Это Русик Рустамов, хоккей стрит-убийца. Русик, пару слов. Все клево. Все клево, сказал Русик. Поэтому едем в следующей команде. Это старички. Посмотрим, кто у них сегодня. У нас двое так и не смогли с пенсии приехать. Это Жора и Растамян в этот раз. Поэтому будет один молодой заменять. Но начнем по порядку. Сначала Боря Галас, знаменитый и известный, вырвался из семейной жизни, приехал к нам. Дальше прямиком из-за страха и ненависти в Лас-Вегасе Честер. Не знаю, где он был, я его последний раз видел году в 2010-м. И вот опять. Ну, Ванек, все знают, я думаю, все помнят, чемпион стритовый. Ну, короче, сейчас увидите. И самый старый. Не надо, я в том Game of Bike загадал старым. Буду молодым загадывать. Короче, самый старый из старых или самый молодой из молодых, я не знаю. Ну, в общем, Тёмик. Раз, два, три. Хопа. Надо начать что-то стабильного, пацаны. Ваньку надо лаки загадать, никто лаки. Опа, Смит, опа, Лаки? Ванек. Я могу, думаешь, сразу прям? Да. Ну, засланный казачок мне подскажет. Ты сделаешь лаки? Давайте. Туз лаки Ванесси. Маш, давай, только уверен. Да, на момете. А ты умеешь так хорошо или нет? Нет. Ну я чисто тузы вот и портят. Смотрите, короче, у вас типа есть две попытки на команду, типа решать сами. Да, парни, по классике мы играем до 7 букв. У каждой команды на повторение трюка есть две попытки, есть один маллиган. Все как в прошлом выпуске, поэтому смотрим. Надо хорошенечко натереть, чтобы не засрать букву себе. Маллиган в первой попытке какой сыграть? Вот-вот. Я же умею это, блядь. Ну типа наверх делать просто. Старички на пенсию. Че, кто гадает, мужики? Давай, давай, Double Pack Hard 3. Вот по вот этой перед. Старички, Я просто вжала. нормально, все нормально. Нормально. Заметил, Василий? Да, ты с первой сделаешь? Не, я думаю, ты должен. Ну давай. Зачем ты меня так подводишь, а? Ну, я сужу или кто? Я защитник. Нафиг, кстати. Вопрос за вас, походу, играет, я не понимаю. Делаю нафиг вот на этом хип. Короче, МФЦ попыталась загадать, у них очень плохо получилось. Кто у нас следующий, парни? Пошел. Что загадывает? Все. Опа. Крикет Ванесси. Именно так. Шанс, что он загадает, очень маловероятен. Спасибо, брат, лучший. В принципе, как я и говорил, шанс маловероятен. Это подтвердилось. Почти сделал, бывает, Петя наговаривает. Пацанам не хватает опыта явно, поэтому давайте более опытным. Может, терн сделать просто через книжку? Не-не, я терн сделаю с даунпэга, так что... Хотя там Нолин на Bullride, на тейбл. Ванесси на дабл, указано... Ты можешь сделать валрайд на тейбл? Ноля Bullride. Ванфут тейбл, помнишь, что делать? Вот, ванфут тейбл. Ты можешь делать? Ну это же я в свою дело, пацанам в опыт. Ну что, вообще он сам по себе делается в оппозицию. Честно, нам нужно поставить первую букву. У меня своя. Чего? Нет. Это их проблема, они родились с другой стойкой. Ноли на валрайд ты делал? Да, вот Ноля Bullride. Все сделают. Никто не сделает. Никто не сделал. Никто не сделает. Это я не знаю, это как на бордюр запрыгнуть. Это для нас, для тебя, как на бордюр. Давай, делай. Давай, все. Делай легко. Это тебе легко. Короче, Ноли валрайд, Честер не веришь, это сложно, а мы верим, что это сложно. Меня заставили, короче, я отказывался.
тренера там выпендриваетесь-то, я вообще не понимаю. Товарищ, всего лишь 1-1, у вас там такая радость, что вы как будто выиграли. Ноузмен Улбарский. По этой штуке. Что они не делают? Давай. Кто хочет обязан сделать. Нельзя просрать. Они, Я хочу. смотри, послушай, у них нет опыта, они просирают. Видишь, каждый раз еще ни одного трюк не загадали. Ты не должен им подавляться. Да, давайте загадаю wallride бар по стене вот там. Наш человек не освещаем, мне вообще это наш парень. В чужой команде. Случайно к ним задел команду и нас гасит. Тёмин, зачем ты нас гасишь? Ты же наш, ты свой. Зачем ты это делаешь, брат? Алло, Саш Длинный, не хочешь магическую силу включить? Попробуй. Сила рандома, знаешь? Мартин, одну примерить, вторую крутить. Там, в принципе, не сложно. Да, Я ни разу не прыгнул на wallride. да, конечно, и не надо. Ну да, он по сути прыгнул и отпрыгнул. Короче, Мартину верим, давай. Беру маленький. Берем маленько. Че, выпускаем Кракена, как в прошлый раз, русским ставом 540 скат. Я думаю, может потом. Давай опять 540, крыса мод, играем 6 раз 540. По фоте. Что, у нас надежда на Борю, он брал раньше такое, я думаю. Очень давно, и неправда. Да, ну, время много прошло, сейчас посмотрим, остался ли порох пороховницы. Можно так заехать. Ну, что попробуем? 2-2. Ничего, хорошая попытка. А правило вот тут на терндаун. Ты умеешь тердаун? Ну, на вылетах, да. Ах, ты умеешь там даун? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Перебор. Загнул? Ну да, было стопудово. Надо какую-то газку им дать небольшую. Давай, короче, бар на мэнул, на дабл пэк, хардо найти бар вниз. Угорел по классике, как Федук. Ха-ха, поймал. Нет, тут, я, кстати, считаю, тут мое мнение, то, что максимум Артем, короче, делает, но вряд ли. Чё я? Респектик. Нафиг никто не сделает. Его так с первого раза не сделать, они не умеют. Вообще, если ты Просто типа, я знаешь, если они сделают вот так, не сделают. это типа тоже засчитывают, не засчитывают, это Не, во-первых, они так не сделают. Во-первых, ну, типа, все снять довольно сложно с первого раза. Никто не сделает. Слушай, Петь, пойди сюда. Если он сейчас загадает, например, нафиг, и пацаны повторят нафиг вот так вот. Ну, типа, они такие, это считается или нет? Я считаю, что, ну, наверное, не надо такое считать, потому что это, ну, как-то обесценивает трюки тогда. Ну давай, но если не, будет более не меньше того, как загадали. ну это совсем жестко, наверное. Если он прям сделать вот так, они так точно не сделают. Но если хотя бы просто, чтобы это было нафиг, короче. Пускай типа не прямые руки там ноги, давай. но хотя бы вот так, как он там. Вот так сделал, уже нормально. Вот. А если вот так сделал, это не нафиг. Ну, пальцы отомкнул от руля, все, я уже no hand сделал. А ты, Мартин, не можешь повторять. Я что, может я попробую? Мартин, ты делал. С первого раза не 3-3. делаю, всегда руки страшно впустить, я знаю эту херню. Парни, счет 3-3. Мы играем до 7, если вы не забыли, потому что правило нашего геймбайка, игра до 7, это SBS байк. И загадывают у нас, получается, наши команды. Илюх, что ты хочешь? Да сделать эту тему. Будет в аннете? Да. Давай, чувак. Нам надо вырываться вперед сейчас, счет 3-3. смотри, как ты Из квотеров бенд ты делаешь? куда ты будешь? Они пусть туда делают. Да, я думаю, да. Лукбэк из квотера. Бенд. Ноузбар. Вон там. На раскатке делал 2-3 раза подряд.
Да ладно, Марк, длиной, надо было тебе сюда идти, а не мне. Так, что, никто у нас загадывает? Положить? Тёмик, давай, Тёмик. Надо букву ставить. Мэннел никто не знает. За колонны и на бар. Вот так надо, поехали. Ну да, там так, если там очков нет. Типа так. Ну, может, попробуем, красиво будет заявка. Ну да. Че, загадываем Мэннел на бар и надо проехать за колонной. Все, Да, нормально. это было реально круто вообще. Чувак, Ты кидал бан, такая просто, ты я летел вот просто так. вот так. Ну реально, хорошо себя чувствуешь, просто вопрос? Отлично. Это главное. Что загадываешь? Он на той грани switch to switch фибл, изи треху в скат. Я загадываю бушер на ванете по этой грани. Только что сделал? Собраться. Как так? Короче, Саня включает классику, которая никогда не стареет. Ну, ванетти бар, фейки, фулкап бар. Давай добавим еще халфкап бар на футбол. А вообще ноухенд сам по себе. Но ванейт ноухенд это другой трюк. Это вообще другой. Ванете ноухенд, да. Вот через вот Давай. там уголок, так вот трансфер, делаю ванейт ноухенд. Как будто тебе снова 15. Тут, короче, пахнет буквой молодых. Марс, Я просто... Да, я не делал никогда ванетти. Потому что это old school трюк. Нет! В ванетти вид пустой тумбы. Все, супер, молодцы, не сделали трюк опять. Сделай просто классику, реально. Пофиг, мы дадим им еще, мы пока выигрываем. Передаю привет своей малышке и делаю свой классический трюк с Мидхард 180 по грани. Все, ладно, пробуй. Так, руки надо нас спасать. Да, вип через Lips over rail. Чувак, ты чисто баг Патрикс нашел. Ты бы его поймал, значит, идеально, и поехал на Мэннеле. Стамян, где? Да мне, что, все равно, никто не делал, значит я делаю, что думать, блин. Да, в принципе, просто вип надо сделать. Кидай вид, ты просто скатываешь, и его поймаешь. Вот я наверняка просто поменьше ходов возьму, чтобы типа не так сильно улететь. Для первой попытки хотя бы. На самом деле очень близко, типа, надо просто от себя загнать. А знаешь, в чем фишка? Я вип никогда не делал именно с банча вот такого высокого. Я его делал просто, типа, не думал о баннике. А здесь надо именно о баннике, меня это сбивает. Жду комментариев, потому что я крысы повторяю одни и те же трюки. В инстаграме пишите. Сейчас вы... Ладно, давай попробуем. По красоте мы видим. Мэннел бар. В смысле, ветер мог открыть, рукой подошел, вот так ветер открыл, да? Короче, старичков карма наказала моментально. Придумали какую-то отмазу. А ведь теперь меня, да, походу, за мои ***ы. Да, так и работает. Все аккуратно. Слушай, Илья, может, я уже, ну, Big Fat Boy, Ниндзя дроп сюда. Крэнк аут слайд. понял. Бачер ванете, повторяю. Хватает опыта. Я доберу ванетти бар, фулкап бар и халфкап бар. За дверь. Чё, Кит? Посмотри, кем я стал теперь. Я думаю, то, что тут нет шансов, это 100% бук. Пробуй. Давай по одной попытке. Так, чтобы было честно, потому что это не ты, не я, не... Извините за мат.
А там еще Хавкап-бар в конце. А зачем? Так, 5-4. Короче, надо взять руль с внутренней стороны и сделать ванетти бар. И ты кидаешь руку, ну, барспин вот этим большим пальцем. Как Миша Ростомян завещал. Андерхенд на эти бар. Вот так руки. Вариант все умеет, что ли, что? Так, типа, вот так он крутит. Короче, новая школа замешательства, походу. Можешь так У меня связки. Короче, вот, свой бар. То есть ты, типа, вот эти, вот так кидаешь. Блядь, мне кажется, можно. Что за трюк вообще? Барян красава вообще. Ну понял, там типа... Чувак, с Ванетти мы просто умрем. Я даже не буду пробовать, смотря на тебя. Не надо, не надо. Ну что, берем букву? Да, наверное. Короче, что, 5-5. 5-5 уже? 5-5. Ого. Но мы загадываем, поэтому это хорошо. Бля, вы найти. Слышь, а может сальтушку разбавим немножко этот стрит? Но, чуваки, я буду впервые пробовать флеер, типа, в подкат, наверное. Хочу в трансфер сделать. На волрайд он хочет, на волрайд, Не, не, нормально. волрайт, но вот хочу И там туда на бар вокруг этого Потому что шлагбаума. Тёмик обычно 100% повторит. Там не надо перекрутить, главное. Потому что Плавно, мне кажется. плавно. Я буду делать дабл П, хард 270 в квотере. И загадывает Илья Ерёмин. Ремейка 42 гадает, Крэн Карм слайд вниз по зеленой периле. Ну чё, забираю Мэнл за канлоной на бар. Короче, кто загадывает у нас? Русик? Оверо по дабл. Прям сбоку стань. Я что, еще раз это фигню делать или что? Можешь это, они не факт, что повторят. Давайте еще раз. Повторяю вотчер на ванет. По-моему, это буква. Я вообще пролетел. Пацаны, 6-5, сейчас 6, Ерем тоже нет, не сказал. 6-5, вы проигрываете, Санек, надо газку давать. Давай круг райт. Да. На опа бар. Ладно, давай, круги, трейл-райд на опа-бар. Сказать, 6-5 мы идем. И сейчас мы будем стараться загадать 100% неберушку, как бы. Давайте ноу-хенд, за пеги. А Боря сейчас? На плоскач. Вот эту на плоскач. Чуваки, это мясо. Последняя буква, 3 попытки, пробует Мартин, походу. Нажимаешь вынос или нет? Там быстро. Это ноу-хенд. Просто тебе надо перебороть страх, чтобы вот туда руки и пальцы не засылать. Чуваки, простите, если что. Так их, мать твою! Отдых, старички! Отдых! Хорош. Да там даже можно было задержать их. Даже времени было много. Короче, Надо гасить. Или, блядь, ну если ты сделаешь точно, я бы на этом месте просто какую-нибудь сальтуху дал. да, давай вот сейчас будем дать. Сейчас на меня уже. На тебя сейчас было все давление, а сейчас на меня оно будет. Понял? Короче, не знаю, что. Давай, что сам думаешь. Ну, пожалуйста, я надеюсь. Все, я... Давай, я тебе желаю удачи, мы с Валей свой передаем. Сань. Сань, ну... Он знает. Да че за хуйня? Я держался до конца. Да, мы посоветовались, я буду делать канкан фуджем в этом блоке. Умирает. Единственный, кто у них может повторить, это Мартин. Но Мартин только что повторил. Дабл пек грэб.
на флет, поэтому он не сможет повторять сейчас. Мы играем тактически. Я тебе говорю, Давай здесь попробуем сначала. Я все могу повторить. Что за красивая тактика? Это тактика, вы просто стратегия. Здесь сложнее. Здесь нужно подпрыгнуть. Ты понял? Вот ты держишь ногой вот этой вот, оттягиваешь ее. Давай там пробуй. Честно, давай! Победа! Твоя! Бой проигран, но война еще не окончена. Если вы хотите реванш, чуваки, сразу пишите, мы их раздаем уже в следующий раз. Даже я залечу им, загадаю пару трючков. Ну, небольшое интервью. Илюх, как тебе Game of Bike? Ты не загадал ни одного трюка, в принципе. Очень много, хороший вклад для команды в целом. Что думаешь? Чуваки, не с той ноги сегодня встал, кофе не попил, поэтому ничего не сделал. В следующий раз покажу, что могу. Ждем, Илья, спасибо. Санек, что сам скажешь? Накосил нормально трючков, хотя бы один вытягивал эту команду, блин. Ну, тащил как мог, но не вышло. Жалко, что Тёмик был не у нас, так бы мы бы раздавили их просто напрочь. То есть дали им карт-бланш, вайлдкарт. Русик, а ты че, Русик, человек? Идеальный вип через перилу. Как тебе Game of Bike? Мне очень понравилось, клевые трюки. Правда, немножко сложно повторять такое. Я вообще не понимаю, как такое делать. Это Слушай, прям ну, трюки ушедшей эпохи. Ну, в смысле, так в этом и прикол, потому что новая школа и старые, максимально разные трюки, все стараются построить. Короче, потому что было весело. Да, было Было круто. интересно, чуваки. Мартин, а можно у тебя тоже интервью небольшое? Чё, Пацаны, как тебе Game of сорян, Bike? я засрал. Что Как еще? тебе Game of Bike? Супер, супер позитивный, утренний, разминочный такой. Я чувствую себя бодро после этого. Сорян, что не добрал то не сделал, но я просто поиграл и покайфовал. Слушай, а может на спешле доберешь трюк? Ставим его тоже. Давай. Флеер. А то он не добрал, давайте до спешли доберем. Давай. Почему в Game of Bike не мог взять, непонятно. Мартин, в Game of Bike почему не сделал трюк? Да, я вот видишь, я чувствовал, Так бывает, да, это чувствовал игра. давление, да, и все. Ну ладно, это было мнение новой школы. Сейчас передаем слово Олегу, он возьмет интервью у старичков. Че, Борь, как тебе Game of Bike? Да, супер, классно. Ну, все пошло по плану или как? Да, по сути, да. Чё, я так и знал, что так будет. Знал, Сейчас, что я говорю, я уже знал, что выиграем. Знаешь почему? Я говорю, объясню, почему такая фигня всегда происходит. Я вот в Анапе там катаюсь, меня не видно, да, я не снимаю видосы. Там очень много молодежи, которые там дрочат, грубо говоря, на всех там ребят, на профаков там американских, да. И думают, что они все самые крутые, типа все круто, но они забывают то, что когда ты смотришь на профака в Америке, ты видишь его трюки, которые он только сейчас умеет. А когда малой начинает кататься, он думает, что кроме этих трюков больше ничего не существует. Никогда не задумывается то, что профак подходит к этому уровню, когда учат базовые трюки вот так вот, прям, один за одним. А потом уже нарабатывается опыт, и они могут все что угодно сделать. И из-за этого они такие разносторонние и могут там в игре, в любой, там, что угодно сделать. А здесь ребята просто видят, они выросли, грубо говоря, на нас, да, то есть если мы можем взять нас, пик нашей вот карьеры, там, или как назвать, то, что мы делали тогда, они сейчас делают. И растут после этого. А до этого у них пропало. И, грубо говоря, провал, да, это не тайр-грэбы, там, канканы, флэшемы, лукбейки, терндаун, луктейблы, там, все это они просто даже тупо не знают. Я уже молчу про то, что многие дети сейчас знают, кто такой Гарл, вот честно. Я приехал в Анапу, весь парк, там, человек 20, и никто не знает, кто такой Гарл. Это было жесть. Ну, типа, старики, которые там катаются, да, они окей, знают, там, молодежь ни хрена не знает. Я тут весь эфир забрал, ну, извините. Короче, как сказал Честер, на пенсии есть время подумать, поэтому мы только что услышали лекцию от Боря. Че, Честер, ты хотел что-то сказать по поводу Game of Bike, скажи сразу. Да, вот Боря все правильно сказал, очень крутая речь. И правда, я вот общался в своем скейт-парке с молодыми. Некоторые молодые даже не знают, что Кевин Пираз раньше был парковый райдер. Говорят, а что, Кевин Пираз был парковый райдер? Тайморов тоже. Да. И с трусиком Ну, катался. в смысле, он сейчас стритером же стал. Ну, короче, о Game of Bike. Классная атмосфера. Для меня BMX никогда не был типа соревнованием, чтобы победить. Да? Для меня это всегда был фан, веселье.
Очень рад поучаствовать, очень рад всех видеть. Ребят давно не видел всех. А вот ехал, кстати, и думал, что буду вот канкан фуджем делать. Потом подумал, что все умеют, а в итоге вот так получилось. И им забрал Game of Bike. Да, привет Софии, моей малышке еще хочу передать второй раз. Анёк, что думаешь ты? Ну что, я обломался пару раз, и короночки не прокатили, но все равно пару точков удалось нормально. забрать старыми методами. Молодые, когда батчер увидели, вообще сказали, Ну, что как это всегда, такое. проблема в том, что не загадывают трюки нам, молодые, а мы загадываем. Короче, ты ожидал такой исход, я так понимаю, да? Да, я на нее рассчитывал. Без ложной скромности. Мы только вот в прошлый раз проиграли, но у вас не было. Меня не было. Да, я сидел дома, такой думаю, зря не сказал, что я приехал из Москвы. Да, зря не сообщил. Ну что, в общем, Супер. мне кажется, очень мощное интервью получилось всех. Старые сказали, что думают. А, Тёма, блин. В этот раз я был у старичков. Я изначально знал то, что моя команда победит. Почему-то так. Потому что Барян был, Честер, Ванек. Они делают трюки, которые чуваки не делают 100%. Ну так и произошло все. Вот что. Ну не получилось загадать это. Мэнул у меня, да, что-то заберу на камеру. Ну вот подошел Game of Bike старый против молодых 2 к концу. В этот раз старые одержали верх над молодыми. Но не важно, на самом деле, кто победил. Важно, получать удовольствие от BMX, кататься, делать трюки, необычные трюки, развиваться в разные стороны и так далее. Что еще можно сказать об этом? Хочу сказать то, что если вам понравилось, пишите в комментарии, мы снимем обязательно еще одну серию, соберем опять старичков, соберем молодую школу и зарубимся жестко. А Санек, что еще надо сделать обязательно? Ну не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь на парней, Петя Скалов, Русик, я, Ксен, Мартин, Ерема, Тёмик, Ванек, Честер, Боря, Олег. Пишите в комментариях, кого из старых хотите увидеть в следующих годах. Это важно, потому что мы постоянно думаем, кого вообще позвать, и зовем всех. Когда-то кто-то не может, но пишите. Ну это будет уже так темным кадром, чик-чик-чик, да. Все, пока.